Здравствуйте. Нужно соблюдать токрое. Вот сколько она натаскала. Утки и гуси. Будут и яйца. Приехала я в курятник. Ветром сдуло мою терку. Рабочую, очень любимую. Снег растаял. Сравнительно тепло для декабря месяца. И я помню, несколько лет назад меня кто-то попросил снять яйца в гнездах по нетронутому снегу. И сейчас, кстати, хотела бы это вам и снять, но снега, к сожалению, нет. Поэтому будем ждать снег, и я обязательно сниму вам яйца в гнездах по нетронутому снегу. Есть у меня такое видео одним кадром. Я приехала в курятник и сняла все, что делается в курятнике, когда я приезжаю. Особенно, сколько яиц лежит в гнездах. И, конечно, будет очень интересно снять такое видео по нетронутому снегу, когда в курятнике выпадет снег. И, как обычно, когда я приезжаю, я захожу в курятник и делаю обход. Все хотят выскочить, выбежать, когда я захожу. Но, к сожалению, выпустить я курочек на прогулку не могу. Потому что приезжаю всего лишь на несколько часов. Я в своих видео показываю все, что делаю в курятнике, когда приезжаю. Приехала и теперь иду смотреть, что где, и намечаю себе план работы, что мне нужно сделать в первую очередь. Смотрю бункерные кормушки, если нужно, добавляю зерносмесь. Смотрим. Зерносмесь есть у курочек. Обязательно проверю, что внутри. И иду сразу и вместе с вами иду в курятник. В курятнике у нас вот такого состояния подстилка. Я практически стараюсь каждый свой приезд в такую погоду, когда тает снег, когда оттепель, обязательно поменять подстилку, чтобы у кур было сухо. А сейчас такая плохая погода, и куры в основном стараются сидеть в курятнике. И, естественно, это все пачкает очень сильно подстилку. Обязательно ее поменяю. Ну и ведра. Ведра с водой нужно принести. Вот так вот выглядит вода, когда я приезжаю. Все это нужно помыть и поменять воду. Курочки несутся. У меня гнезда с яйцесборниками. Вот будет яйцо. Здесь никого, здесь никого. Ну и, конечно же, смотрю. Давайте покажу вам, когда я приезжаю и смотрю яйца. Ну, в принципе, неплохо. Неплохо. Можно было бы и сейчас собрать яйца, но я сначала навожу порядок. Сначала приношу чистую воду, а потом уже собираю яйца. Потому что все стараюсь успеть за несколько часов сделать. Ну, а теперь приступаю к работе. И смотрю, кормовой ракушки нету. Скушали всю кормовую ракушку, а мне, по-моему, добавить нечего. У меня кормовой ракушки сейчас нет. А это не очень хорошо. Кормовая ракушка у кур должна стоять всегда в кормушках. В таком случае, когда у меня в каком-то одном из вольеров заканчивается кормовая ракушка, я немножко беру в каком-то из других вольеров. Но куры у меня не должны быть без кормовой ракушки.
Проверяю зерносмесь. Смотрите, зерносмесь еще есть. Этого до моего следующего приезда хватит. Даже еще и больше хватит. Обратите внимание вокруг кормушки. Посмотрите, ни одного зернышка пшеницы или кукурузы нигде нет. Показываю вам с другой стороны кормушки. Смотрите, ни одного зернышка нет. Все находится в кормушке. Все находится в кормушке. Показываю вам все как есть. И очень рекомендую сделать вот такую бункерную кормушку. Несколько лет назад у меня были обычные кормушки, такие как у всех. И я знаю, какие это потери зерна. Приблизительно в месяц мешок зерна вместе с подстилкой выносился на огород. Это я вам точно говорю по своему личному опыту. И те, кто держат кур, те знают, как выгребают куры из кормушек. Поэтому очень вам рекомендую, даже если ваши курочки находятся рядом с вами и вам не нужно приезжать к ним один раз в несколько дней, все равно эта кормушка самая лучшая для кур в хозяйстве. Она экономная. Эта кормушка сохраняет ваши деньги, ваше зерно от потерь. И у меня на канале есть видео, как мы делали эту кормушку. И есть видео с подробными размерами. В этой кормушке важны каждый сантиметр. Для того, чтобы не было потерь зерна. И вот даже вот в такую грязь, вот такую плохую погоду, это очень важно, когда нету зерна на полу. Куры кушают чистую зерносмесь и не собирают зерно на полу, когда оно грязное. А для того, чтобы куры не могли выгребать зерносмесь из этой кормушки, нужно соблюдать точные размеры при изготовлении этой кормушки. Здесь важны каждый сантиметр. И вот в такую грязь корм не падает, и куры кушают чистую зерносмесь. И немаловажной деталью в этой кормушке является крыша, которая сохраняет зерносмесь в сухом виде. И в этой кормушке зерносмесь не плесневеет и не портится. Сегодня мои куры кушают хлеб, размоченный в холодной воде хлеб. Покажите. Вот. Куры это очень любят. Размачиваю я в холодной воде, не в горячей. Это одна из самых любимых вкусностей для кур.
Лапами не залазьте на хлеб. Ну куда ты лапами? Вот так вот. Вот так кушайте все. Всем хватит. Всем хватит. Собираю урожай. Урожай собираю в декабре. Это калина. Я калину рву по мере необходимости. Так она лучше хранится прямо на веточках на дереве, на кустике. И когда мне надо, я собираю себе столько, сколько надо. И привожу всегда свежую калину. Калину я обычно рву уже после устоявшихся морозов. Тогда она не такая горькая. И выбираю себе самые красивые веточки. А то, что остается на кустике, кушают птички. В калине очень много витаминов. Все, вот этого хватит пока. И по мере необходимости я рву калину, когда приезжаю. Пока нужно вот это выпить. И еще много остается. И нам хватит, и птицам. Драка. Драка за место. За место в гнезде. Дерутся. Всем хватит места. Свободные гнезда есть. Иди несись. Иди в другое гнездо. Очень грязно в курятнике. Подстилка уже вот такая вот должна выноситься из курятника, потому что это и плохой запах, сырость. У кур должно быть сухо и чисто в курятнике. И я показываю вам все, что делаю в курятнике. Никак не поделят это гнездо. Самое популярное гнездо. Сколько убираю, столько дерутся за это гнездо. Идите, свободных куча гнезд. Гнезда тоже требуют уборки. Если вы заметили, гнезда я помыла. Только что все это хорошо промыла, насколько это возможно, с ёршиком. Но если, когда я собираю яйца, вы этого не видите, то это не значит, что здесь все время чисто. Чисто там, где убирают. Все, продолжаю, потому что это будет не одна тачка. Наверное, тачки 3 или 4. Нужно это все вывести и застелю чистой соломой.
Вот эта курочка, которая несет у меня голубого цвета яйцо. Это помесь моей чубатой курицы с петухом Амераукана. Как только все хорошо почистила, естественно, приношу тюк соломы и застилаю. И меня спрашивали, какой расход соломы у меня. Ну, это зависит от количества кур, которые у меня есть. И даже зависит от того, есть ли бройлеры у меня на данный момент. Солому я покупаю вот в таких вот тюках прямоугольных. Вот такой тюк у меня стоит 50 гривен. Это чуть-чуть больше, чем $1. Вот такой вот тюк соломы. Конечно, это я покупаю у соседа-фермера, поэтому такая цена. На базаре такой тюк соломы стоит дороже. Где-то, по-моему, 80 гривен, $2. Вот, а я покупаю у соседа, поэтому у меня немножко дешевле получается. Когда у меня были бройлеры, то расход соломы был гораздо больше, потому что я люблю, чтобы птица сидела на чистой подстилке. Слышали? Покатилось яйцо. А кто это снес? А это вот здесь яйцо. И оно уже в яйцесборнике. Думаю, вам интересно посмотреть на горячее яйцо и мокрое. Вот. Вот оно вот так вот катится. Курица несет его в гнезде. Вот она снесла яйцо. Молодец. Курица несет здесь яйцо. Оно падает и скатывается в яйцесборник. И уже смотрите, как быстро оно сохнет. И оно уже сухое. Молодец. Ой. Молодец, красивое у тебя яйцо. Когда бройлеры в хозяйстве есть, то расход соломы гораздо больше. И так как я бройлеров люблю покупать в конце лета, в начале осени, то в конце лета я купила вот таких 10 тюков, и они у меня уже как раз расходовались. И вот на прошлой неделе я еще купила 10 таких же тюков. Расход будет немножко поменьше, поэтому думаю, что вот этих 10 тюков мне хватит до весны. Надеюсь, хватит. Потому что я еще сушу сама сено, кашу летом и сушу сено. В подстилку бросаю сено. Она у меня работает и как подстилка, и как кормление птицы травой. А когда-то были времена, я покупала большой, огромный рулон соломы, и мне хватало его на 1,5 года. Конечно, кур было немножко меньше. Мне хватало этого огромного рулона на 1,5 года.
кстати, у меня тогда были утки и гуси. А бывает, я сею пшеницу у себя на огороде, и тогда, естественно, солома своя. Солому тогда я не покупаю совсем. Давай, давай, забирай. Забирай весь тюк соломы. Забирай. Все, уже вся солома в гнезде. Нет, так не пойдет. А потом яйцо не скатится, и ты его потом сама искушаешь. Посмотрите, сколько она натаскала уже туда соломы. Смотрите. Какая-то минута, и посмотрите, сколько. Она просто сделала уже себе гнездо. Но в таких гнездах с яйцесборниками соломы не должно быть. Там должна быть чистая, ровная поверхность. Сегодня полностью перестелила в первом и во втором вольере. А в прошлый раз перестилала в третьем вольере. То есть смотрю по времени, если успеваю, то делаю вот так вот сразу в нескольких вольерах.
И в первом вольере тоже вот такая красота. Сухо, чисто, чистая солома. Осталось принести чистую воду и собрать яйца. А теперь давайте посмотрим, сколько она натаскала себе соломы. Смотрите. Всю солому себе перетаскала. Сделала гнездо и сидит довольная. Ну, а теперь иду собирать яйца. На улице тепло, все куры на улице. Иду собирать яйца. Захожу в курятник. Несмотря на то, что на улице тепло, я все равно закрываю за собой дверь, чтобы здесь не было сквозняка. Здесь уже сидит другая курочка, смотрите, уже другая. И мы сейчас посмотрим, какое яйцо снесла поместная с американом курочка. И как раз заодно покажу вам, сколько яиц снесли мои куры, пока меня не было на даче. Ну, вот так вот. Я, конечно, люблю отсюда собирать яйца. Но для вас показываю вот вид сверху. И теперь смотрите, вот это яйцо, которое снесла эта курочка, которая там делала гнездо, я вам показывала. Ну, вот такое у нее яйцо. Оно и не голубое, и не зеленое. Вот какое-то среднее между этим. Ну, и буду собирать, потому что у меня еще нужно навести порядок у цыплят американо. Еще куча работы. И гнезда. Посмотрите, в каком состоянии гнезда за несколько дней. Мусор, мусор, солома, все, что хотите. И, конечно, на мокрое яйцо, когда курочка несет мокрое яйцо, прокатывается и собирает весь мусор. Кстати, когда я вам рассказывала про расходы на покупку зерносмеси этим курочкам, и говорила, неправильно я вам сказала. Эти куры кормят не только сами себя, они кормят еще все хозяйство. Они кормят и индюков, и цыплят, и бройлеров. Это зерно, которое я вам рассказывала, я покупала. Это общая сумма покупки зерна
на все хозяйство. Ну и, конечно же, эти куры кормят и нас. Это самое главное в подсчетах расходов на содержание кур-несушек. И как ни считай, все равно это выгодно. Все равно это даже с прибылью. Ну, конечно, при условии, если куры здоровые и хорошо несутся. Не хотела я тебе делать темную, но, наверное, сделаю. И тут еще курочка сидит. Придется сделать темную, потому что хочу быстро собрать яйца. Вот такое вот красивое яйцо несет. Это помесная с амерауканом. И когда она отдохнет, когда она высидит цыплят, первое яйцо у нее насыщенно голубое. И уже по мере вынашивания у курочки цвет яйца немножко становится светлее. Огромное, посмотрите, какое. А вот это вообще какое огромное. И вот это. Яйца всех цветов, вернее, оттенков бежевого цвета. Еще немножко. Здесь мокрое, видите? Здесь было яйцо съедено. И еще 2 яйца. Все. Гнезда обязательно убрать нужно. Закрываю. Все. Можешь спокойно сидеть. И сверху есть у меня гнезда, которые не со скатом яиц, а с дыркой. Вот такая вот дырка в гнезде. И курочка несется, яйцо падает. И я прихожу, вернее, приезжаю и забираю яйца. Здесь 2. Вот такие красивые. И здесь 2. Вот такое гнездо. Вот так оно выглядит. И яйцесборник, в который падают эти яйца, не разбиваясь, лежат и ждут, пока я приеду за ними через несколько дней. Идем дальше. В 3-м вольере посмотрим, что тут у нас. Сюда еще воду нужно принести. У бройлеров вижу пластиковое яйцо уже здесь оказалось, а их яйца я не вижу. Будем сейчас смотреть. Здесь нужно поменять воду, принести чистую. Что тут показываете? Пластиковое яйцо. А зачем вы его брали? Бросаю его туда же. Нету яйца, что ли? А ну-ка, отойди, я посмотрю. Отойди, я посмотрю. Нет, яйца не вижу. Одно яйцо дали, похвастались.
И больше нету. Тепленькая такая, мягкая. Приятная. Приятная на ощупь. Мягкая, мягкая у них. Перышки, пух и перья. А где же яйца? Может, в подстилке? Одно яйцо дали. Похвастались. Для тех, кто не знает, это у меня 2 курочки бройлеров. Я их оставила на яйцо. И одно яйцо они в прошлый раз снесли. Кто-то из них снес одно яйцо. И такое ощущение у меня, что будет еще сегодня. Но пока нету. А я пока соберу яйца тут. Яйца Лигорнов, Ломан Сэнди. Ой, какая красота! Посмотрите, сколько тут яиц! Какая красота! Ой, пластиковая, чуть не забрала. Ой, какая красота! Грязные. Класс! И смотрите, какая-то курица первая снесла свое яйцо. Вот, Ломан Сэнди. Какая-то Ломан Сэнди, кремовое яйцо. Это какая-то курочка до сих пор не неслась, что ли? Это ее первая. Вот, смотрите, какое чистое. Только что снесла. А это все уже успели запачкать. Все, забираю быстро. Все. Ставлю на место все. Все. Идем дальше. Здесь посмотрим. Нету ничего. Здесь нету. Нету, пусто. Пусто, хорошо. Тут 4 яйца. 4. Забираю. Домашние, настоящие яйца. Все. В этом гнезде собрали. Вот так. Так старается снести яйцо. Слышите? Старается. Может быть, будет еще. Большие они, конечно, им тяжело ходить. Огромные. Ну, посмотрим. Они под контролем. Дальше будем видеть, есть ли смысл дальше их держать. Буду наблюдать и все контролировать. И состояние, и возможность их содержания дальше. Есть. Я же говорила, можно где-то у кого-то где-то в каком-то вольере можно раздобыть ракушку. Пусть пока полежит. Соберу все яйца, а потом приду за ракушкой, конечно, если ее здесь сейчас не обнаружат куры и не разгребут.
Иду к моим труженицам во второй вольер. Будем смотреть и собирать, что вы снесли. Первое гнездо. Как всегда, здесь красота. Здесь просто красота. Немного грязные. Еще два коричневых и одно зеленое. Так, это мы собрали в первом гнезде, во втором, а во втором ничего нету. Резиновая есть, а яиц нету. В третьем, здравствуйте, вы несетесь? Так, продвигаемся дальше. Не люблю я забирать яйца из-под курицы. Пусть сидит, а мы соберем здесь. Здесь тоже есть. Здесь тоже яйца есть. Контроль. Вот так у кур стоит тюк сена, и каждая курочка что-то там себе может найти вкусное. Все, в этом гнезде я все собрала. Ну, конечно же, ждать я не буду, а будем забирать. Вот, видите? Встала сразу курочка. А может, она и снеслась уже? Ну, выходи, я заберу тогда яйца. Молодец, молодец. Все, хозяйка. Проходи, давай. Ой, а здесь сколько? А здесь сколько? А вот, кстати. А нет. Нет, оно не горячее. Вот ее яйцо. Вот. Снесла. Горячее. Вот это яйцо вот этой курочки. Собираем дальше. Очень грязные в этот раз. Вольер растаял. И все куры несут с лапами грязь в гнезда. Здесь все. Теперь смотрим в верхнем гнезде. Здесь нету. И здесь нету. В этом гнезде нету яиц в этот раз. И коричневых, смотрите, сколько в этот раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 коричневых яиц. Где яйца? А ну, рассказывай. Dark Shell. Яйца Dark Shell. Немножко уменьшилось количество.
Наблюдаем дальше за этими курочками. А чубатый доминант Чехия? Все отлично. Петушку нашему плохо. У меня на него были такие большие планы. Вот так вот потеря крови. Это рана. Снизила иммунитет. Так вот птица и пропадает потом. Очень жалко. И теперь бегу в теплицу. Иду с ведром в теплицу и думаю, хотя бы не подскользнуться нигде и не упасть с ним. Посмотрю, что тут. Вот это да, смотрите. Одно яйцо здесь. И смотрите, какое оно грязное. Ужас. Ужас ужасный. И вот так вот, смотрите. Птица не дурная. Она нашла чистое место. И несутся шелковые в другом месте. И несутся все. 3 дня, 6 яиц. Потому что у меня 2 шелковые курочки, которые несутся. И еще 3 яйца. И меня кто-то спрашивал. Обязательно каждый свой приезд я меняю солому в этих гнездах. Именно здесь цыплята спят. И, естественно, в этих ящиках скапливается помет. Все, яйца собраны. Вот такой вот урожай яиц я собрала в этот раз. Неплохо. Молодцы мои куры. Кормят не только себя, но и все хозяйство. И нас тоже. Покажу вам индюков немного. Уже темнеет. Быстро темнеет. Не успеваю вам все показать. Смотрите, тюк сена, который я поставила не развязанный, он прекрасно кормит индюков травой. Вот, видите, в каком он состоянии? Они выщипывают там все, что хотят себе покушать. Вот так вот выглядит сейчас тюк сена. Это не солома, это сено. Я его специально не развязывала, чтобы они не разгребали его, чтобы надольше хватило в чистом виде сена. Корм я им уже насыпала, они уже успели его разгребти. Воду принесла чистую. Уход за индюками сейчас очень-очень простой. Все, бегу к амирауканам наводить у них порядок. И можно будет ехать уже домой. Ну и яйца сложить в лотки. И можно ехать домой. Темно. Жалко, что я не могу вам показать. У цыплят амираукана я перестелила все, красиво у них. Но это не главное. Этим цыплятам уже ровно 3 месяца.
И петушки уже кукарекают. И я не смогла вам это снять. Ну, когда-то в следующий раз обязательно это сниму. 3 месяца петушки Амираукана уже кукарекают. Все у них убрала красиво, сухо, чисто. Добавила еще немножко, совсем немножко даю, где-то 10% комбикорма, а все остальное составляет зерносмесь. Этим цыплятам уже ровно 3 месяца. Уже темно. Чуть не забыла поставить воду. Все. Вот теперь уже сделала все. А у бройлеров вода в чашечных поилках. И, кстати, это не очень правильно, чтобы они видели здесь воду и не могли ее выпить. Наверное, поставлю в другое место. Оставлю вот здесь. А то сидят и смотрят на ведро с водой. Чуть не забыла про ракушку. Несу ракушку в первый вольер. На улице уже темно. Здесь уже все готово. Я должна была уже уехать. Без ракушки я курочек оставить не могу. Кормовая ракушка – это хорошая скорлупа яиц и возможность ее сформировать. То есть будет скорлупа, будет ракушка, будут и яйца.